Всем привет! Я живу в Литве уже 2 года, но есть вещи, к которым я до сих пор не привыкла. И сейчас я вам о них расскажу. Первое. Литовцы отлично говорят на английском языке. У них очень хорошее произношение. Вообще для мигрантов это очень удобно, что люди в Литве говорят или на русском, или на английском. Литовская молодежь может не знать русского, но тогда они могут свободно говорить по-английски. А некоторые знают несколько иностранных языков. Восхищаюсь такими людьми. Второе. Люди в Литве активно пользуются электронными рецептами. А еще есть очень полезный портал eSveikata, где можно в электронном виде посмотреть свою карточку. Это очень удобно. В Беларуси, к сожалению, все на бумажном носителе, а там из-за неразборчивого почерка врача ты ничего не поймешь, даже если вдруг карточка попадет тебе в руки. Ее, кстати, изредка можно получить в регистратуре, только если идешь на прием к врачу. Но в основном карточку сразу приносят в кабинет врача, и ты даже не знаешь, что там написано. Секрет какой-то. Это очень неудобно. Третье. В туалетах литовских поликлиник есть туалетная бумага и бумажные полотенца, горячая вода и электросушилка для рук. Нам бы такое в Беларуси. К сожалению, об этом белорусы пока только могут мечтать. Иногда в белорусских поликлиниках лежит кусковое мыло, которым, конечно же, мыть руки не очень хочется. Горячей воды я не припомню, про туалетную бумагу лучше вообще забыть. Работники литовской поликлиники напоминают пациентам о предстоящем визите к врачу по электронной почте или присылая СМС. Вот это забота! Если что-то срочное, врач вам сам позвонит по телефону. Это особенно удобно, если нужно просто узнать результаты анализов, например. Не нужно лишний раз брать талончик, идти в поликлинику, сидеть в очереди, в общем, тратить свое время, чтобы только на несколько минут зайти в кабинет к врачу. В Беларуси я однажды спросила, можно ли как-то позвонить врачу или медсестре, чтобы узнать результаты анализов. И мне ответили: нет, нужно приходить в поликлинику. В литовских поликлиниках нет огромных очередей, вообще нет столпотворения. Конечно, иногда из-за этого приходится ждать неделями приема, но в Беларуси тоже к редким специалистам трудно попасть. Еще мне нравится, что в литовских поликлиниках установлены специальные автоматы, которые печатают талончик к врачу. Врач видит, что пациент пришел на прием и сам его вызывает в кабинет по электронной очереди. Не нужно беспокоить врача, открывать кабинет и спрашивать, можно ли войти. Четвертое. Горячую воду в Литве отключают только на пару дней, а не на 2 недели, как в Беларуси или России. Не знаю, что у нас делают 14 дней, но, как показывает литовская практика, отключать горячую воду на такой длительный срок совсем не обязательно. Надеюсь, мы в Беларуси тоже скоро к этому придем. Пятое. На кассе в литовском магазине можно купить и сим-карту, и лицензию на рыбную ловлю, и пополнить баланс на мобильном телефоне, и бог знает что еще. Легко, быстро, удобно. Никак не могу к этому привыкнуть. Это же так просто. Сколько времени люди смогут сэкономить, если в Беларуси сделать то же самое? Шестое. В Литве я не раз видела, как люди устраивают пикники во дворах многоэтажных жилых домов. Особенно это удобно, если у вас маленькие дети, нет машины или другая причина, по которой вы не можете провести время на природе, в лесу, на озере или на речке. В Беларуси на таких людей смотрели бы как на ненормальных. А ведь если подумать, что здесь такого? В Литве много красивых парков, хотя, как мне кажется, они не особо нужны, потому что возле жилых домов такие красивые и уютные дворы, столько зелени и лесов, что просто глаз радуется. А самое главное, никто не будет смотреть на вас косо, если вы вдруг решили расстелить покрывало прямо во дворе многоэтажного дома и устроить пикник. Седьмое. В Литве много не только одиночных велосипедистов, но и тех, кто ездит с детьми.
Для ребятишек установлены специальные кресла на велосипедах и есть даже какие-то большие корзины или прицепы для совсем маленьких детей. 8. В Литве в городах настоящие заросли, а в них могут обитать разные животные, а еще, к сожалению, клещи. Лесные животные – это здорово, они в основном безобидные, но вот клещи – это печаль. 9. В Литве огромное количество собак, маленьких и больших. Не знаю, откуда такая большая любовь к этим животным, но это так мило. Практически все владельцы собак в Литве убирают экскременты в пакет за своими питомцами на улице, когда их выгуливают. К сожалению, в Беларуси так практически никто не делает, а жаль. Хотя у нас и собак не так уж много. Но вот если бы их было столько же, сколько в Литве, страшно подумать, как бы выглядели белорусские тротуары и газоны. 10. В Литве много платных парковок. Очень много платных парковок. Иногда даже на природу приезжаешь на озеро, а там платная парковка. Ох, ладно, если в центре города, но на природе это уже слишком, мне кажется. А что вы думаете о таком количестве платных парковок? Дорогие мои, спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео.